День добрый. Сегодня я буду ремонтировать встраиваемую посудомоечную машинку Ariston, которая умерла раньше, чем я успел куда-то ее встроить. Поломка заключается в том, что стерлась втулка ротора циркуляционного насоса. Люфт виден невооруженным взглядом, он просто огромен. Как я понял, поломка типовая для этих машинок. Разборку насоса не снимал, так как на ютубе мне попадались видео, где говорилось, что снять крыльчатку с ротора без поломки не получилось, и они там печатали новую крыльчатку. Но у меня это вполне получилось, и в итоге в руках я держу часть корпуса, в который вставлена злополучная втулка, и сам ротор. Сам насос в сборе выглядит вот так. В нижней части электродвигатель, посередине как раз корпус с крыльчаткой, часть которого я сейчас держу в руках, а сверху металлическая крышка с нагревателем. Приступим к изготовлению новой втулки. Донором выступит изношенная шестеренка от кинопроектора Кинотон. Привет со старой работы. Уже лет 15, наверное, у меня лежит. Жалко было выбрасывать такой добротный кусок пластика. Сверлю центральное отверстие, чтобы винтиком М3 через него закрепить к токарному станку. Патрон в моем токарном станке не может ухватиться за такой маленький винтик. А цанги на 3 мм, как назло, у меня нету. Пришлось вот так вот выкручиваться. В цанговый патрон зажал обычный патрон, а им уже зажал винтик. Благо пластик прощает такие извращения. Не стал вырезать заготовку ножовкой, так как не хотелось превращать лишний пластик в стружку. Да и мне захотелось попробовать вырезать заготовку на токарном. В державку с цанговым патроном закреплен самодельный резец, представляющий из себя переточенную твердосплавную фрезу. Не спеша заглубляясь, вылет все же большой, протачиваю заготовку примерно до середины. Затем переворачиваю заготовку, дорезаю уже до конца. В токарной обработке я новичок, уверенности в своих действиях пока что нету. Думал, что точно сломаю резец. Но все прошло вполне удачно, и теперь можно начать обрабатывать саму втулку. Втулка достаточно простая, внешний посадочный диаметр особо точный не требуется, посадка там в резиновое колечко. Упорный буртик же можно вообще плюс-минус миллиметр сделать. Шестеренка, предположительно, была сделана из фторопласта. Она прекрасно обрабатывается резцами по алюминию. Закончив обработку внешнего диаметра, растачиваю внутренний, зажав втулку прямо в цанговом патроне. Внутренний диаметр всего 4 мм. Растачиваю его, используя вместо расточного резца твердосплавную фрезу по алюминию.
Получившаяся втулка прекрасно заходит в свое посадочное отверстие, и в нее без труда и без люфта заходит вал ротора. Можно все обратно собирать. За кадром я напрессовал обратно перчатку, и, как видно, ротор свободно крутится, нигде не заедает и не люфтит. Как я понял, в этих машинках вообще нет никакого датчика уровня воды. И контроллер получает эти данные, высчитывая их из мощности, подводимой к насосу. Поэтому у меня, когда втулка протерлась, ротор начал задевать за корпус. Посудомойка пыталась откачать воду, когда ее в действительности не было. Если я что-то не так понял, поправьте меня в комментариях. Я все же не специалист по посудомойкам. И это подтверждается тем, что дальше я буду заниматься совершенно бесполезной работой. Дело в том, что при разборке я неправильно понял, с какой стороны он разбирается, и развальцевал крышку. А это делать было совершенно не обязательно. И теперь я буду делать лишнюю работу, завальцовывая ее обратно. Благо, что вальцовка там очень мягкая и легко загибается туда и обратно плоскогубцами. Ну и как результат работ, насос прекрасно работает, машинка отрабатывает программу штатно, не выдавая никаких ошибок. Я работой полностью доволен, и вам спасибо за просмотр.